Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. Сегодня вас ждет рубрика под названием «День знаний». В этой рубрике мы поговорим о двух песнях, в которых я обнаружил интересный феномен, который, я уверен, заставит вас удивиться. Вы знаете, что среди поклонников творчества Димаша большое количество диерс из Латинской Америки, которые мечтают о его концерте у себя на родине. В одной из передач мы даже просили диерс из Латинской Америки написать самую популярную песню, чтобы Димаш оказался максимально подготовлен, как это было в Москве с песней «Подмосковные вечера» или на Украине с песней «Чернобривцы». Самую популярную песню, которую мы тогда встретили в комментариях, была композиция «Бессаме Мучо». Уверен, что в исполнении Димаша это получилась бы шикарная вещь. Учитывая, что генеральная репетиция этой песни состоялась за кулисами ВТБ-арены во время подготовки ледового шоу в честь юбилея маэстро Игоря Крутого. Правда, за роялем в тот момент находился Андреа Бочелли. Надо отдать должное, что эта песня имеет статус абсолютного мега-хита. Но как появилась на свет эта популярная вещица? Вот здесь и начинается самое интересное. Автором одной из самых известных песен всех времен и народов «Бессаме Мучо» считается мексиканка Консуэла Веласкес Торрес. А сейчас внимание! Малышке Консуэла было всего 16 лет, когда она написала этот мотив, и томные строчки, волнующие кровь жителям планеты Земля почти 80 лет. Мне удалось найти интервью, в котором Консуэла рассказала удивительную историю, как была написана эта песня. Когда я написала «Бессаме Мучо», мне действительно исполнилось 15 лет, и у меня не то что романа, настоящей влюбленности еще не было. Не верьте досужим сплетням, что я была влюблена в какого-то одноклассника или знаменитого музыканта. Это не так. В голове возник некий обобщенный образ мужчины, в которого я мечтала влюбиться. Кстати, потом встретился человек, внешне очень похож на этот самый образ. Его зовут Грегори Пек. Тот самый Грегори Пек, ставший потом кумиром целого поколения женщин. Впервые я увидела его в кино и страшно удивилась, как похож этот молодой человек на образ, который я придумала, когда писала «Бессаме Мучо». Эта история напрямую связана с появлением песни. Когда я написала слова и музыку «Бессаме Мучо», показывать их кому-то, особенно взрослым, жутко стеснялась. Почему-то казалось, что меня будут считать распущенной особой, которая только и ждет, чтобы с кем-то крепко поцеловаться. Но моя ближайшая подруга уговорила как-то отправить ноты и текст на радио. Я поддалась на уговоры и отправила все это анонимно. Человек, который тот конверт вскрыл, был редактором радиостанции. Ему мелодия очень понравилась. Ее записали и стали крутить на мексиканском радио. И одновременно делали объявление с просьбой к неизвестному автору отозваться и прийти за получением приза от радиостанции за лучшую песенку месяца. Позже Консуэла напишет еще много песен, некоторые из которых пользовались локальной известностью, но они уже не шли ни в какое сравнение с «Бессаме Мучо». Консуэла Веласкес умерла 22 января 2005 года в возрасте 88 лет. Всю жизнь она прожила на авторские отчисления от своего суперхита «Бессаме Мучо». Не знаю, как вам, но мне эта история напомнила создание песни «Любовь, похожая на сон». Я делал подробную передачу об этом отечественном шедевре, и меня тогда тоже поразил факт, что автором текста такой глубокой песни оказалась 17-летняя девочка Валерия Горбачева. Хит в исполнении Аллы Пугачевой стал песней года 94. Его отметили премией «Овация» как шлягер десятилетия. Песню, как вы знаете, полюбили в народе, и она даже стала свадебным маршем в российских ЗАГСах. Не знаю, как вас, а меня этот интересный факт
заставил всерьез призадуматься, как две такие выдающиеся песни оказались написаны двумя юными девушками, не имеющими полноценного жизненного опыта. Для меня это такой же непостижимый феномен, как голос и личность Димаша Кудайбергена, которая не поддается общим критериям, жанрам и характеристикам. Ведь наш кумир тоже демонстрирует невероятно глубокое исполнение всего музыкального материала, за который берется. Чего стоит песня Димаша «Война и мир», исполненная впервые в 2017 году в Китае. Композиция «War and Peace», написанная на стихи китайского поэта Димашем в 23 года. Она стала одной из первых проб музыканта как композитора, созданная в качестве дипломной работы выпускника Университета искусств. Но какой успех и славу снискала эта песня в сердцах Диарс, мы знаем не понаслышке. На этом наш День знаний подошел к концу. Пишите свои комментарии, что вы об этом всем думаете и как вы понимаете феномен юных пылких сердец. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.